Итак, всем огромный привет. Сейчас поеду на Wildberries, кое-что вам покажу. Я купила наконец-то наклейки, кое-какие, которые мне советовали. Они пришли, кстати, пришли очень быстро, буквально за несколько дней. Купила и в ванную комнату, и на кухню. Вот. Ну, в одном видео мы будем ванну разбирать, в другой кухню, потому что видео получится прям объемным, если все запихнуть в одно видео. Так, я уже со своим любимым. Зай. Какой тебе любимый? Привет. Мы ищем магазин, у нас открыли магазин красное-белое. Может, кто знает по России, везде они. В Сочи как-то ходили, цены там довольно-таки хорошие. Вот. Сейчас поедем посмотрим, если найдем. Не знаю, уже искали сколько, что-то не можем найти. Хотя навигатор показывает точку, мы туда подъезжаем, а там, к сожалению, его нету. Вот, ну сейчас будем искать. В общем, увидимся. Итак, первым делом я хочу вам показать то, что я приготовила на обед. Сегодня у нас будет очень вкусный слоеный салат и рыбные котлетки. Начнем с салатика. Для него нам потребуются грибы, шампиньоны, яйца, куриная грудка, один большой лук и бульон для обжарки шампиньонов с луком и отварной картофель. Я готовлю рецепт, который взяла из приложения food.ru. Там просто огромный выбор разнообразных блюд. Глаза разбегаются, хочется попробовать абсолютно все. Ингредиенты блюда я напишу в описании под видео, а также подробнее перечень продуктов вы можете найти в приложении. Поэтому скачивайте его на свой телефон и всегда будет под рукой. Не будете ломать голову, что приготовить. Все вы всегда спрашиваете меня, откуда я беру идеи завтраков, обедов, ужинов и так далее. Так вот, открываю вам секрет. Многое беру именно оттуда. Food.ru, кстати, помимо рецептов, еще много полезной информации и статей о правильном питании. Миллион идей, что приготовить детям. Варианты детского меню. Поэтому обязательно устанавливайте его себе. Уверена, что каждый из вас найдет для себя то, что подходит именно вам. И еще плюс в том, что если вы нашли какой-то рецепт, и он вам понравился, его можно добавить в избранное. И вам не придется его потом искать. Все рецепты подробно расписаны, сопровождаются пошаговыми фото. Это значительно упрощает готовку. Каждому блюду уже рассчитан КБЖУ на 100 грамм. Есть калькулятор порций. Если вы, допустим, хотите приготовить ужин на двоих, то просто указывайте это число порций и не ошибетесь с количеством ингредиентов. Прямо в приложении можно составить список продуктов, и потом с этим списком можно идти за продуктами. Но если у вас нет времени идти в магазин, через приложение можно заказать доставку продуктов. Ссылочку на приложение обязательно оставлю в описании под видео. Переходите, скачивайте и пользуйтесь. Итак, режем шампиньоны кубиками и 2 шампиньона оставляем, режем слайсами тоненькими, отдельно будем обжаривать для украшения. Лук обжаривайте с шампиньонами до готовности. Я вместо масла добавила немного бульона. Так получается намного вкуснее, но если нет бульона, то можно обжарить на растительном масле, ну или на сливочном, если любите. Далее берем грудку, режем также кубиками, и нам понадобится чеснок. Его пропускаем через пресс, добавляем где-то 1 столовую ложку майонеза, хорошо перемешиваем грудку, чеснок и майонез. Далее яйца через терку пропускаем и сыр. У меня ламбер, очень люблю этот сыр, вкусный. Можете взять абсолютно любой. Выкладываем все слоями. Первый слой идет отварной картофель, промазываем его майонезом. Далее куриная грудка, шампиньоны обжаренные, яйца и в конце сыр. Сверху майонез, выравниваем все и выкладываем грибы. Все, салатик готов. Отправляем его в холодильник для того, чтобы он немного настоялся. Далее приступаем к приготовлению котлет. Для них нам потребуется 1 большая луковица. Обжариваем ее на сковородке. И рыбка. У меня филе минтая, можете взять абсолютно любую рыбу. Режем рыбку на кусочки маленькие, кубики. Выкладываем в чашу, добавляем к рыбке 2-3 яйца, 2 столовые ложки муки, обжаренный лук, соль, перец по вкусу.
Все перемешиваем и в конце добавляем еще 2 столовые ложки либо сметаны, либо майонеза. Но с майонезом, конечно же, вкуснее. И знаете, я как-то на прошлой неделе готовила их еще с сыром. То есть натерла сыр на терке и также добавила к тесту. Очень вкусно получается. Если есть наличие в холодильнике, то добавьте, не пожалеете. Все готово. Хорошо перемешиваем и начинаем обжаривать на сковородке с 2 сторон. Ой, как вкусно получается, пальчики оближешь к ним. Можно абсолютно любой гарнир. Я приготовила картофельное пюре. К этому времени и салатик уже был готов. На приготовление обеда у меня ушло всего лишь 40 минут. Но на салатик все ингредиенты, конечно же, я отварила с вечера. Очень вкусный обед получился. Обязательно попробуйте приготовить. Всем, кто обедает или ужинает, приятного аппетита! Так, пришел мой очередной заказ от компании Faberlic. Сейчас я вам покажу то, что мне реально понравилось. И уже в следующем ролике, уже скорее всего на втором своем канале, я буду подробно прям рассказывать обо всем. Также буду размещать, писать отзывы о порошках, всяких пятновыводителях, о БАДах, кстати, тоже вот мы заказали на пробу. Обо всем буду писать в своем инстаграм, на новом своем телеграм-канале. Ссылочки обязательно оставлю. И также на своем канале расскажу про 13-й каталог, он мне тоже также пришел. Мы его разберем, посмотрим, что я буду заказывать. И расскажу свои впечатления о своем заказе уже подробнее. Вот, давайте разберем сначала то, что я заказала своей маме. Вот, она попросила заказать вот такой порошок. Про порошки я не буду долго останавливаться, потому что все прекрасно знают, что они классные. Тут одна пачка равняется 3 килограммам, то есть на одну стирку 5 килограмм я добавляю всего лишь 1 мерную ложку. Своей мамочке я заказала мерную ложку, потому что у нее нету, у меня уже она есть. Ее нужно будет покупать отдельно. Далее мы заказали вот такой травяной сбор «Чистота и легкость в теле». Очень много отзывов было про него. Как пропьем курс, обязательно расскажу, оставлю отзыв. Пока не знаю. Также вот этот вот масс-стоп, как его называют, это для женского здоровья. Тут, я так понимаю, 30 капсул, по 2 капсулы в день. Очень хороший состав. Я вот так вот оставлю, можете посмотреть. Вот ссылочку на него также оставлю. Напишите, кто пробовал уже. Говорят, очень классно помогает, особенно при мастопатии. Последнее, то, что заказала моя мама, это вот такой вот коллаген для суставов. У кого больные суставы, многие советуют вот этот коллаген. Отзывов очень много. Вот, заказала 2 пачки маме и 1 пачку, скорее всего, будет пить Федя, потому что у Феди довольно-таки тяжелая работа, и думаю, такой коллаген ему не помешает. Вот. Также отзыв оставим чуть позже. Заказы для мамы закончились. Давайте я сейчас вам покажу то, что я прям советую. Это вот этот вот гель для мытья посуды. 1000 раз, да, просто настолько он классный. Очень хорошо пенится, отмывает все. Супер просто. Я советую. Я не знаю, как другие гели для мытья посуды, но вот именно этот классный. Я уже его открыла, попробовала. Поэтому прям рекомендую. Далее, что я хочу посоветовать, это вот такую крем-пасту для чистки металлических поверхностей. Я применила его для чистки индукции. На индукции часто появляются такие темные пятна, и отлично справляется с этой задачей. Я прям советую. Да. Жидкое мыло для рук, очень вкусный запах. Если не будет сушить кожу, то я закажу еще. Есть разные вкусы. Вот, попробую. Гель для стирки темных вещей я еще не пробовала, не знаю. Хочу посоветовать вам пятновыводитель. Как именно пятновыводитель справляется с пятнами именно при 40 градусах и даже при 30 градусах, я расскажу в своем новом видео в следующем. Сейчас я не буду прям вдаваться в подробности, просто есть люди, которые писали, что пятновыводитель это полная фигня, он не справляется с пятнами. Я вам потом расскажу, как добиться того, чтобы он реально работал. Себе я взяла вот такой вот порошок.
Беру впервые для цветного белья. Ставлю отзыв. Ну, думаю, что он будет такой же, как и предыдущий. Взяла вот такие сыворотки. Эти сыворотки я уже пробовала. Взяла аж 2 штуки, потому что вот этой именно сыворотки часто не бывает в наличии. Очень хорошо увлажняет. Реально классный. Советую на все 100%. И еще одну сыворотку, которую я хочу вам посоветовать. Эту сыворотку я уже практически закончила. Производитель заявляет, что эффект виден уже спустя несколько дней, по-моему, но у меня эффект был спустя неделю, наверное, может дней 10. Вот здесь уже посмотрите, сколько осталось. Я использую утром и вечером. Вообще сыворотки от Faberlic классные, по крайней мере вот это и вот это вот. Очень довольна этим массажером. Использую я его вместе с вот этой пенкой для умывания. Эту пенку покупаю уже 2-й раз. Буду покупать 100% еще. Новинка для меня это вот такие восковые полоски для депиляции. Вот такой вот крем после бритья и депиляции. Приятно пахнет. Также потом расскажу о нем. Посмотрите, какую классную крышку я заказала. Здесь она имеет 3 размера, то есть под 3 кастрюли, так скажем, да, 18, 20 и 22 сантиметра в диаметре. Обязательно присмотритесь. В прошлом видео, по-моему, в прошлом видео я показывала заказ с ковшиком, сотейник. Мне очень понравился. Там я варю каши овсяные, рисовую кашу, гречку. Ничего не прилипает, отлично все. Я думаю, что кастрюля будет не хуже, поэтому вот такая вот она красивая прям. Хотела заказать еще сковородку, но сковородки не было в наличии. Я думаю, что в следующем заказе она обязательно будет, и я закажу. Вот такой вот заказик у меня был на 2-м канале. Обязательно разберем с вами 13-й каталог и расскажу вам, что в нем я хочу себе заказать. И да, если хотите заказывать по скидке от 20%, переходите по ссылке и регистрируйтесь. И вот те наклейки, о которых я вам говорила, получила я их на Wildberries. Я хочу подписать все баночки, которые у меня есть. Многие писали, что со временем все забывается. То есть легко можно спутать, например, там, кукурузный крахмал с сахарной пудрой и так далее. Поэтому лучше подписать все. Я поначалу думала, что я все запомню, но нет. Все равно нужно все подписывать, так удобнее. И не нужно прям гадать, что где находится. Долго я искала эти наклейки. У одних продавцов того не было, у других этого не было. А тут мне попался вот такой вот огромный рулон, в котором есть, мне кажется, абсолютно все. И плюс бонус какой. Здесь есть место, где можно будет подписать, отклеить. То есть то, чего нет здесь в списке, вы можете фломастером подписать и наклеить на баночку. Тоже очень удобно. В верхнем шкафу, где у меня лежат все крупы, также я положила пустые баночки. Их я должна отнести в ванную комнату. Скоро мы будем делать организацию, так скажем, в ванной комнате, пересыпать все порошки и так далее. Это будет уже следующее видео. Ну а в этот день я решила заняться только кухней, то есть протереть, все убрать. Единственное, я хотела вначале все пересыпать по тарелкам, перемыть все банки и потом засыпать все заново. Но в этот день мы собирались выехать погулять, поэтому я делала все в быстром режиме, так скажем. Ну и Федя говорит, что это лишнее, и так все чисто, но все равно хотелось бы как-то все сделать идеально. Много было вопросов по поводу банок. Удобно, неудобно хранить именно в банках. Ну, до недавнего времени специи и крупы у меня хранились вообще в упаковках. Я покупала зажимы, ну или обычными прищепками, и так хранила в шкафчиках. Но изо дня в день их становилось все больше и больше, и порой нужно было просто перебрать весь ящик, чтобы найти то, что тебе нужно. Поэтому я обзавелась банками для сыпучих продуктов. И я не жалею абсолютно. Во-первых, вид. То есть ты открываешь, и все красиво. Тебе не стыдно открыть ящик. И во-вторых, конечно же, ты видишь, что где находится. Единственное, что мне нужно было, это все подписать.
Наклейки приходят сплошным листом в прочном картонном тубусе. Я искала такие классические наклейки, так скажем, с черным шрифтом. Печать, кстати, очень четкая, и размер наклеек разный. Смотрятся они очень стильно, поэтому рекомендую к покупке. Вот эти баночки пустые, которые пойдут в ванную комнату, я их предварительно помою, высушу и покажу уже вам в следующем видео. А вот эти баночки у меня с красным перцем, черный перец, лавровый лист, сода, бутылка с уксусом. Это все у меня стоит в бутылочнице. Бутылочница у меня довольно-таки большая, удобная, целых 40 сантиметров. Я очень рада, что я сделала именно такую огромную бутылку. В ней также лежит мука, большая банка, которую я покупала в Икее, и рисовая мука. Также я храню ее здесь. Got me breathless when you do all the things you do to me. You got me reckless, got me reckless. Итак, вот что получилось. В верхнем шкафчике у меня все макаронные изделия, гречка, горох, булгур, соль и так далее. Кстати, чечевицу тоже я храню здесь. Все под рукой, удобно. Ну а то, что не поместилось у меня во втором шкафчике рядом. Мой любимый ящик — это, конечно же, все для выпечки. Вы посмотрите, как классно все выглядит. Кстати, вот эти все контейнеры, они тоже с Wildberries. Я уже размещала пост в своем Instagram, и девочки мне писали в директ, откуда эти баночки. Да, они тоже с Wildberries. Их там много, поэтому выбирайте, по ценам смотрите. Я покупала, когда у нас еще кухня здесь не стояла. Те, кто смотрит нас давно, с канала Будни Федора, там мы рассказывали о наших покупках, почему мы покупали все заранее и так далее. В бутылочнице у меня также размещены специи всякие, мука рисовая обычная, лавровый лист, красный, черный перец. Тоже все под рукой, удобно. На этом видео я буду заканчивать. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я довольна этим днем. В принципе, получилось то, что я хотела. В 4 часа мы выедем, погуляем. Может быть, что-нибудь отснимем, посмотрим. Ну а вам всем хочу пожелать хорошего настроения, приятного дня и всем пока-пока.